Всем привет, меня зовут Кровнит, и да, это я стою, попивая флеш у себя под пальмой. Это мое первое видео, так что если что-то не так, то, пожалуйста, не бросайте сразу в меня камни. У меня за спиной почти 1000 часов, проведенных в этой игре. Я могу даже сказать, что я полностью прошел рафт на данный момент. Ведь я выполнил все ачивки, поймал все виды редких животных и даже нашел самую редкую вещь в игре – золотого робота. Hey, bite my glorious golden ass! Да что уж там говорить, у меня даже в реальной жизни уже появились крюки из рафт. Кстати, если вдруг кто-то тоже захочет их распечатать, я могу поделиться данными 3D моделями. Но давайте уже ближе к сути. В этом ролике я хотел вам показать свой плот, или скорее даже яхту, которая называется в честь кошки моей бабушки. Вот она перед вами, шпуня! Есть же такой тип корабля, как шхуна. Вот у меня точно так же, только шпуня. Заранее хотел извиниться за небольшие фризы, играю на максималках и комп у меня не до нашей эры, но из-за большого количества элементов игра заметно подлагивает. О, подводный мир рафти — это вообще моя любимая тема, особенно после последнего обновления. Тут вот добавили вот таких рыбок, правда странные они какие-то. Да ладно, шучу, это была Сабнавтика. Кто у нас тут? Шутник? Как тебя зовут, солдат? Сэр, Кровнит, сэр! Нихуя себе! По мне ты какой-то шутник! Как тебя зовут, солдат? Сэр, Кровнит, сэр! Ты что, издеваешься? Видимо, шутник какой-то! Как тебя зовут, солдат? Сэр, Кровнит, сэр! Ах ты ж охуеть! Да у нас тут, похоже, какой-то шутник! Конечно, эту яхту я построил не с самого первого знакомства с рафт. Вначале, как и у многих, это был большой квадратный плот с множеством сеток и моторов. Но с выходом Renovation Update и опаздывающей 3 главой, я решил создать что-то более компактное, уютное, но при этом красивое. И я могу с гордостью сказать, что у меня это... Получилось! 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 Да! Кстати, я даже написал мод, который позволяет чайкам искать цель ежесекундно, а не с паузой в 6 минут. А сделал я это для того, чтобы найти так называемые окна в своей крыше, через которые эти бестии пролетали грядкам. Подробнее про защиту посевов от чаек я могу рассказать в отдельном видео, поэтому дайте знать в комментариях, если вам это интересно. Ну а сейчас, добро пожаловать на шпунь! Попасть на борт можно только сзади, и вы сразу же окажетесь в моторном отсеке. Здесь находится все, что требует непосредственной близости к воде. Это якорь, моторы, краскотерки, сетки, системы водоснабжения. Ладно, не буду больше нудеть, продолжим. Данная труба ведет в капитанскую рубку, чтобы, не отходя от штурвала, всегда можно было быстро дозаправиться. Кстати, если кому-то интересно, как построить трубу на весу, то опять же, сообщите мне, я учту это при записи следующих роликов. И нет, я не докрасил эти треугольники, а оставил их такими специально. И скоро вы поймете, почему я так сделал. А здесь находится основная система водоснабжения, которая питает почти весь корабль. На этом экскурсия по моторному отсеку закончена, давайте поднимемся на палубу. И тут мы сразу видим пару лежаков, на которых мои друзья-бездельники будут загорать на солнце, вместо того, чтобы работать на яхте. Ах да, забыл сказать, что 3 главу я буду проходить не один, а со своим другом и девушкой. Здесь должны были быть сетки как на Бали, но, короче, представим, что они есть. А тут, собственно, место моего друга. Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? Если вы не знали, то по умолчанию у дверей из листвы нет порогов, а у меня есть. Секрет в тех самых недокрашенных треугольников снизу. Если бы я их покрасил в белый цвет, то пороги тоже стали белыми. Ладно, пойдемте мельком глянем в правую сторону. Здесь вы можете видеть место, где мы никогда не будем сидеть. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. А тут всегда после заплыва можно отмыть жопу от соли. Мой ей перед, три ей перед, лей наперед и займись-ка жопкой. Мой ей жопку, три ей жопку, лей на жопку и помыли жопку. С палубой мы закончили.
Тут в центре еще есть лестница, которая ведет на верхний этаж, но подниматься мы по ней не будем. Следующая наша остановка – место для хрючева. Я решил покрасить все в нежно-голуборозовые тона, чтобы поддержать своего друга. Он гей. Ну и еще потому, что некоторую мебель просто нельзя было перекрасить в другие цвета. Например, вот это место для приготовки блюд. Надыбав инфу на Рафтвике о КПД блюд, я повесил все рецепты по порядку, где чем правее, тем они выгоднее. А наверху висят ящики с готовыми ингредиентами для блюд, чтобы даже новичок смог их приготовить. Внизу тоже есть ящики, но они пока что пусты и ждут будущих рецептов из 3 главы. В холодильнике я уже расставил все блюда по степени насыщения, где чем ниже, тем больше доп. Сытости вы получите. Ну а тут все мои сладенькие рыбехи. Кстати, вон в углу. Также тут стоит бабское радио с попсой, приманивая женщин на корабле в их естественную среду обитания. А эти 3 рыбехи только для меня. Да, я люблю покушать. Так, а это... ящик с моими бывшими. А вот мои друзья будут жрать сырую картошку, потому что нехрен тусить в реале, пока я нам корабль мечты строил. И да, я знаю, что арбуз ягода. А еще я на кухню поставил супер крутую штуку. Кулер. А то я слишком ленив, чтобы бегать вниз, набирать с опреснителя. Также тут еще должна была быть посудомойка, но свою девушку я взял себе в каюту. Моя посудомойка сломалась. Пройдя сквозь шторку, мы попадаем в коридор, ведущий в мастерскую. Тут вы можете видеть всю коллекцию картин, которые можно найти с помощью металлоискателя. Ну и куда же без кладовки с бабушкиными соленьями и компотами. Но не будем останавливаться и пойдем в мастерскую. Вот, собственно, как выглядит обитель для настоящих работяг. Тут уже можно включить музыку потяжелее, которая так нравится хейтерам шампуня для волос. Дерьмо, попса, параша, панкишой, победа наша! Как видите, тут стоят плавильни и очистители биотоплива. На стене я также повесил объем бака и что туда можно класть из ненужных продуктов. Здесь же можете видеть все, что нужно для производства топлива. Также в этом помещении находятся все ресурсы, необходимые для плавки или уже сплавленные. Вот как видите, здесь все подписано. Если вдруг опять же вам интересно, где быстрее добыть столько же титана или взрывчатого вещества, то напишите об этом в комментарии. В целом с мастерской мы закончили, двигаемся далее. А еще я хотел бы вам сказать, что очень сильно люблю своего друга и даже построил для него еще одно спальное место. И конечно же я не мог его оставить без открытки на память. А вот почему этого иглобрюха зовут именно так, я лучше отвечу с помощью одного короткого ролика. It was at this moment that she knew. She fucked up. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Рядом находится наша с Яной каюта, и не будьте как Брюс, а то закончите так же. Ах ты! Bird. 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 Bird is a word. Ладно, вернемся к обзору моих складов. Слева находятся сложные или редкие предметы, наверху подписана категория, а возле самих ящиков с помощью бирок животных их содержимое. Даже дурак разберется, что где лежит. Но так как у нас Васек не умеет читать, я покрасил для него в интуитивно понятные цвета. Справа же находится второе складское помещение, где лежат простые ресурсы. И, кстати, этот дизайн ящиков мне гораздо больше нравится, чем холодильники, и больше вмещает, и разделить можно при необходимости.
А теперь пройдемте к одному из моих любимых мест, к грядкам с вечно свежими огурцами. Но пока их в рафте нет, тут посаженный арбуз. Также тут для красоты я установил подсветку и оставил этот тотем следить, чтобы никто не трогал мои арбузы. В этом помещении еще находятся два холодильника, один с семенами и второй со свежими плодами прямо с грядки. Так, ну теперь пойдем в закрытые комнаты и начнем, пожалуй, с зарядной. Тут, собственно, рассказывать особо нечего, все интуитивно понятно. Из-за количества труб тут должна была быть шутка про одну олдскульную заставку, но брат сказал, что это полный кринж, поэтому вот она. Тут так много труб, что можно было по этой комнате заставку для Windows снять. Ладно, шутки в сторону, идем на пасеку и одновременно оранжерею. Они находятся именно здесь, чтобы от сортира так сильно не воняло. Ну, и для того, чтобы я мог гулять здесь с утра, как маэстро. Говной воняет. Ладно, давайте уже пойдем наконец в голубую устрицу этого корабля. Как вы понимаете, цвет выбран не случайно. Тут есть абсолютно все необходимое для путешествия в третью главу как для Васька, так и для его парня, если он захочет его позвать. Книги в комнате, как вы понимаете, стоят больше для красоты, но во всем остальном я постарался создать для него уют. Я вот даже игрушки поставил возле кровати. Правда, это не совсем те игрушки, которые он любит. Но хватит про Васю, давайте я вам лучше расскажу про отличительную особенность этой каюты. Это балкон и вот такое уединенное место, где Вася может спокойно потеребонькать на дельфинов, морских рыб, ну или на что он там любит. Ладно, уходим из этой холопской хаты. Пойдемте покажу настоящую капитанскую каюту. Царь во дворца, царь во дворца. В своей комнате я даже постелил ковролин, чтобы приятнее было ходить босиком. Здесь на диване можно всегда почилить с друзьями перед камином. Ну и куда же без музыкального центра с полной коллекцией кассет. А здесь, кстати, можно увидеть, у кого самая большая рыба на яхте. На стене вы также можете наблюдать полную коллекцию картин, которую вы уже видели в коридоре, аналогичные ящики с амуницией на каждого персонажа, живой уголок, ну и чуть дальше мое рабочее место. Мне, кстати, нравится в игре, как сделали глобус, он полностью отражает затопленный мир в рафте. А тут был использован еще один трюк, о котором вы можете спросить в комментах. Он позволяет размещать предметы, нарушая пересечение с другими предметами. Так, ну а здесь наше с Яной спальное место, отделенное от всего движа в комнате. Справа сплю я, тут как раз стоит тот самый золотой робот, шанс его упадения примерно 0,02%, то есть вам нужно раскопать клад где-то 5000 раз. Но опять же есть трюк, который позволяет без модов его получить немного быстрее. Короче, не буду повторяться, вы знаете, что делать, если интересно. А пока давайте соберем все мои головные уборы. Позже я вам устрою показ мод. Слева же спит моя девушка Яна. Кстати, благодаря этой идее панорамных окон можно наблюдать за красивыми закатами и рассветами, прямо не вставая с кровати. Сейчас покажу, как это выглядит. Какой балдеж! Ну ладно, пора дальше показывать вам яхту. Осталось уже совсем немного. Наступил рассвет, и теперь вы видите, почему я так хотел успеть показать все помещения. Дневного света здесь явно не хватает. А это место вахтера, или по-простому рабочее место Васька. Тут он отгадывает кроссворды, ругается на проходящих, ну и все остальное, что делают обычно вахтеры. Если обратиться к первоисточникам, то вахтер – это старший сторож, смотритель склада. По словам жителей, вахтеры только смотрят телевизор и вяжут носки. Здесь же находится лифт для бедных, то есть лестница. На нее также можно попасть и из моторного отсека, достаточно просто подпрыгнуть.
Рубка или верхний этаж. Тут, кстати, можно включить музыку из того самого лифта. Ладно, давайте я сначала вам покажу верхнюю палубу яхты. Эта торчащая труба просто миксер для моих глаз, но, к сожалению, ничего нельзя с ней поделать. Так выглядит рубка со стороны. Там вот рядом есть антенны, которые спрятаны за растения. А по бокам от рубки находятся деревья и зона барбекю. Здесь же место, где раскрывается мой внутренний Моцарт. А также тут рядом барная стойка для ценителей настоящего таланта. Прямо посередине палубы разместилось еще одно уютное место, где мы никогда не будем сидеть. Но оно хотя бы изредка будет радовать глаз проходящего. Вот если бы в игру добавили кальян... Кстати, а вон мой максимально человый гамак, в отличие от тех обоссанных лежаков снизу. Вы даже не представляете, как долго я ставил этот огонь в голову тотема. Ну, а здесь наш трогательный зоопарк. Слева находятся козы и свиньи, но Васек присоединится только в 3 главе, поэтому пока тут только козы. Справа же бегают индюшки и ламы. Причем, если коз и индюшек всех видов я поймал достаточно быстро, то вот с ламами вышла загвоздка. Я потратил сотни игровых дней, пока не нашел, как вы думаете, самую редкую полосатую? Нет. Когда я нашел первое бело-коричневую, у меня было больше 20 полосатых лам. Вот так выглядит все это со стороны. На этом показ верхнего этажа можно считать законченным. Осталось только одно место, которое я вам не показал. Это капитанская рубка. Тут, кстати, протянут зиплайн, так что у нашего лифта хотя бы спуск быстрый. А, и чуть не забыл. Тут, конечно же, можно поставить играть классику. Да, я Dead Inside. Но давайте вернемся к обзору капитанской рубки. Блин, сейчас я быстро подкреплюсь. И не говорите, что я вас не предупреждал о том, что я люблю много хрючить. Вы сейчас можете задаться вопросом, откуда у меня столько рыбы и арбузов. Но это не потому, что я жердяй и всегда с собой ношу много еды. Вы можете сделать точно так же, без каких-либо модов, если вам интересно. А здесь салют, как и я, ждет старта 3 главы. Сейчас я запрыгну и... Также тут стоит зарядное устройство, чтобы можно было быстро менять батарейки. Ну и контейнеры с биотопливом, о которых я говорил в начале видео. Высоко стоят 2 ящика, чтобы Яна не достала. В первом находится топливо, а во втором набор рыбака. В целом здесь есть все необходимое для управления яхтой. Давайте я также покажу, как выглядит верхний этаж из рубки. Ну все, поглядели и хватит. Что у нас тут еще есть в капитанской рубке? Это, конечно же, парус и место, где можно всегда подрыхнуть. На самом верху есть место для чаек. Васек, ну кыш отсюда! Здесь я хотел вам продемонстрировать головные уборы, но из-за того, что ролик и так получился довольно длинным, то показ мод переносится в отдельное видео. В завершение я хотел сказать, что подошел к созданию этого ролика с большим трепетом, и если он вам понравился, то не поленитесь поставить лайк. Также хотел сказать, что планирую проходить 3 главу на стриме в составе нашей скромной компании в виде меня, Васи и Яны. Ребят, поздоровайтесь со зрителями. Привет, красавчик. Покажешь член? Очень хочу увидеть его. Привет, малыш. И если вам интересно увидеть прохождение именно от нас, то подпишитесь на этот канал и на канал на Твиче, так как пока еще не знаю, где точно будет трансляция. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. До скорых встреч.